На похоронах сына, поглощенная горем и нескончаемыми переживаниями, мать вдруг услышала его голос и, не раздумывая, рванулась к закрытому гробу, словно последняя надежда вырваться из универсальности страха и боли. Когда крышку гроба вскрыли, лица всех присутствующих побледнели, словно они увидели призрак, вышедший из потустороннего мира. Пронизывающий осенний ветер, наводя завесу грусти, гулял по кладбищу, когда люди, пришедшие с тоской проводить Илью в последний путь, перешептывались между собой. Скорей бы отпели, помянули и по домам, чтобы забыть этот день. Лишь Марина стояла у гроба, как будто укоренилась в эту страшную минуту, словно корни древнего дерева в сырой земле. Она не чувствовала ни холода, ни сырости, ни того, как ее зонт унесло ветром. Все чувства ускользнули в этот мгновенный момент, оставив только одно — трагическую боль. Боль, как неумолимый враг, разрывала ее изнутри, накатывая глухими волнами, как океан, затопляющий все на своем пути, оставляя лишь пустоту. Казалось, что сердце ее вскроется от непреодолимого отчаяния, а мир вокруг нее распадется на хрупкие осколки, будто к хрупкому стеклу в руках слепого. Марина не отрывала взгляд от крышки гроба. Под свинцовой пломбой и холодным металлом лежал ее сын, ее смысл жизни и высшая радость, ее будущее, которое теперь безвозвратно ускользнуло. Увидеть его в последний раз, чтобы попрощаться, она не могла. Так положено, так лучше. Говорили те же люди, что теперь уже торопили священника завершить обряд с надеждой на скорейший конец. Но может ли существовать лучше, когда все, что было дорогим, рухнуло, и все яркие краски охватил мрак? Рядом с ней стояла молодая и красивая женщина. Наталья словно тень, которая уводила ее в другую реальность. Черный траурный наряд подчеркивал ее тонкие черты лица и аристократическую бледность, что придавало ей неземное очарование, выделяя среди других присутствующих. Она иногда вытирала глаза, как будто ее чувства были слишком громкими, но взгляд упрямо скользил мимо гроба, будто отводя взор от ненавистной реальности, в которой она оказалась. Люди шепотом перешептывались между собой. И какая красивая жена у Ильи была. Молодая и вдова. Несправедливо. Как же? И тут же добавляли, переглядываясь, как будто их слова могли хоть как-то изменить ситуацию. Пора заканчивать, а то Марина и сама ляжет рядом, и будет еще одна могила, полная слез. Но мать не слышала ни слов осуждения окружающих, ни глухого барабана дождя, который стучал по крышам, словно убаюкивая ее невыносимую боль. Перед ее глазами развернулся настоящий калейдоскоп воспоминаний о счастье. И в этот момент она снова почувствовала себя живой. Ей было всего 20 лет, и вся жизнь только начиналась. Она бежала к Антону с волнующей вестью о ребенке. Ее сердце билось в унисон с ее мечтами. Дверь открыл для нее чужой юный парень в его рубашке. С улыбкой, словно нарочно играя роль, а сам Антон выглядывал из-за ее плеча и усмехался, будто заранее уже все отрепетировал и знал, что последует. Затем родная деревня, работа в школе, где каждый день был полон надежд и ожиданий, и порой даже мечтаний о будущем. Мужчины сватались, но Марина всех отвергала, руководствуясь внутренними страхами. Чужой мужчина в доме может обидеть моего ребенка. Ее весь мир... Илья, тот, кто стал ее жизнью и радостью. Все, что она любила. Он рос спокойным и внимательным. Всегда держал слово, как настоящий мужик. Мечтал о море и, несмотря на мамины страхи и предостережения, поступил в университет водного транспорта. Окончил с отличием, стал помощником капитана дальнего плавания, гордостью для всей семьи и деревни. В один из приездов он привез невесту, Наталью, которую первой встретила Марина с недоверием.
Она была утонченной, городской, но к деревенской жизни отнеслась с притворным брезгливым осторожностью, будто ее жизнь не могла соприкасаться с этой деревенской реальностью, которую она не понимала. Марина почувствовала в ней ледяную ноту, змеиный прищур. Но сын, полный любви и надежд, отмахнулся, обиделся на ее предостережение, отмечая, что она не доверяет ему и его выбору. После свадьбы Илья наезжал все реже. Рейсы, учебы, проверки и другие важные обязательства отнимали все его время, оставляя мать в одиночестве. 2 месяца назад их корабль, в который он села, попал в шторм, который и стал началом конца для всей команды. Корабль сел на волну боком, и все завертелось. Потом его повело, и он ушел под воду, не оставив шансов спастись. Вся команда, за исключением Ильи, спаслась. Его не нашли, что стало для Марины тяжелым, невыносимым ударом, как будто все опустилось вокруг. Документы оформили как пропавшего без вести, что стало настоящей катастрофой для сердца женщины, наполненного страхом. Через длительное время, которое тянулось вечно, позвонила Наталья. Тело найдено, опознала по родинке на груди. Марина хотела лететь к своему сыну, но невестка отговорила ее. «Не надо такого видеть. Гроб будет закрыт, как и наши сердца». Марина настояла на том, чтобы хоронить на родной земле, в тех местах, где она проводила счастливые дни юности и где все ее воспоминания. Гроб запаяли, санитарные службы предупредили, строго без вскрытия, и эта фраза словно была проклятием. «Мать, пора». Мягко тронул за плечо работник ритуальной службы, словно это могло вернуть ей хоть какую-то надежду. Марина качнулась под этим ударом, и в этот момент сквозь шорох дождя раздался знакомый живой голос. «Люди, а кого хороните?» Толпа замерла. Обернувшись с широко раскрытыми глазами в поисках незнакомого голоса, который вмешивался в их траур. Сзади стоял промокший мужчина в неряшливой ветровке, который смотрел на них с недоумением, словно он только что вернулся из другого мира. Его щетина, синяк на скуле, на ботинках, липкая грязь, что покрывала его, делали его облик ужасающим. Он моргнул от дождя, вскинул брови в удивлении, будто только что воскрес из мертвых. «Да тебя вроде», — тихо сказал старик, тот, кто знал Илью с детства и всегда был рядом. «А не рано ли?» — отозвался Илья, и его горящие глаза встретились с материнскими, полными слез и любви. Марина решила, что потеряла рассудок. Мир вокруг резко качнулся, как палуба, и все, что она знала, схлынуло в хаос. Она вырвалась из рук Натальи, коснулась ладонью кожи сына и провалилась в темноту, забыв про весь мир. Пока Илья приводил ее в чувство, Наталья, не оглядываясь, рванула к воротам с осознанием неизбежной потери. «А кто тогда в гробу?» — спросил кто-то с задних рядов, не понимая, что происходит, но стараясь разглядеть истину своей жизни. «Скорее всего, он пустой», — тихо сказал Илья. Однако голос его звучал с такой уверенностью, что это привлекло внимание всех присутствующих, опустивших головы в задумчивости. Крышку все-таки вскрыли, и удивлению многих не было предела, когда они увидели то, что произошло. Под потрескавшимся бархатом лежало грубо обтесанное бревно, стянутое веревкой и прикрытое ветхой тканью, словно как будто был проведен ритуал, в котором никто не ожидал истинного жертвоприношения. Кто-то перекрестился, кто-то зашептал «Господи, помилуй». Позже, уже дома, в тепле и густом запахе свежего чая, Илья рассказал правду, как она есть. В ночь кораблекрушения он вытягивал своих друзей с нижней палубы, продолжая бороться за спасение всех, пока его самого не смыло волной в бушующем море. Очнулся он на каменистом берегу, весь в соли и грязи. Чувствовал себя потерянным среди бушующей стихии. Его нашел Дмитрий, тот самый друг семьи, полицейский,
который пришел к ним по рекомендации Натальи, никогда не думая, что станет предателем. Вместо помощи и поддержки Дмитрий ударил его рукояткой пистолета и увез на дачу, заперев в сыром подвале с низким потолком, словно в плен, где безысходность давила на психику. Сверху скрипели половицы, пахло мышами и старым вареньем, и темный воздух давил на грудь, лишая воздуха. Через щели падали полоски света, искорки надежды на спасение, которые, казалось, будут далеки. Однажды Илья услышал их разговор. У Дмитрия и Натальи была давняя связь, и они решили инсценировать смерть ради страховки. Бумаги оформим, печати поставим, все срастется, и ни один след нас не выдаст, все будут думать, что ты мертв. Илья выживал на запасах круп и консервов, запивая дождевой водой, которую собирал в крышке, и ржавую кастрюлю, что стал его единственным источником жизни в этот темный период. Каждую ночь он считал шаги Дмитрия на крыльце, запоминал его привычки, как тот забывает щелкнуть нижний замок, как держит ключи в нагрудном кармане, каждая деталь его поведения становилась для него драгоценной. Однажды Илья притворился мертвым, лежал неподвижно, задерживая дыхание, словно действительно оказался в ловушке, надеясь, что это поможет ему спастись. Дмитрий, ругаясь, приоткрыл дверь, и в этот миг Илья бросился всем телом, сбивая его вниз по ступеням, словно в последний момент. Бежал, пока в глазах не потемнело, уже не думая ни о чем, только о спасении и возвращении к жизни. На трассе его подобрал дальнобойщик Вадим, широкоплечий, с усталым, добрым лицом, который стал его единственной надеждой на спасение и новый старт. Дал ему старый плед, налил чаю из термоса, а затем отвез его домой, предоставив горячий душ, чистую одежду и вкусную еду, которую он так долго не видел и так ждал. 2 ночи Илья отсыпался, как будто возвращаясь к жизни после долгого томительного сна. А потом Вадим посадил его в кабину и повез в Пермский край, где его ждали новые возможности. Когда они, наконец, въехали в район, увидели людей на кладбище и черный катафалк, который стал знаком смерти в их жизнях. Илья понял все, не став выходить из кабины. Его сердце сжалось от отчаяния и печали в унисон с окружающими. Дальше все понеслось быстро. Заявление в полицию, проверка, оперативники, которым Илья подробно описал все обстоятельства, дачу и дорогу, где все произошло. Дмитрия задержали в тот же вечер, Наталью же нашли у знакомых, ее предательство не остыло, и она оставила за собой легкий след ненависти. Суд был долгим, изматывающим, всепроникающим, но приговоры по окончании были тяжелые, и многие увидели правду. Наталья до последнего смотрела в пол и повторяла: «Я не знала». Но ее слова звучали пусто, указывая на ложь и обман. Марина на заседание почти не ходила. Ее спасла работа в огороде и молитва, обращенная к небесам, в которых она искала утешение. Илья продал квартиру и вернулся на родину, куда всегда тянуло его сердце, где была надежда на новое начало и светлое будущее. Купил трактор, поставил теплицы, завел кур, позже пару коров, и жизнь начала медленно восстанавливаться, как весной после долгой зимы. Через время, когда жизнь вновь заиграла новыми красками, он встретил любовь, Алену, фельдшера на практике. Она пришла к Марине мерить давление, да осталась пить чай, наблюдая, как Илья чинит холодильник, и их взгляды встретились на мгновение, полное надежды и понимания. Свадьба вышла шумной и радостной. Гармошка, пироги, 3-дневные танцы, что стали возвращением к жизни, где каждый мог быть счастливым. Вадим с женой приехали почетными гостями. Привезли детское одеяльце на будущее, чтобы символизировать новое начало и надежду. Марина впервые за долгое время смеялась так, что устали щеки, и ее сердце наполнилось светом, который осветил даже самые темные уголки ее души.
Теперь она верит. Нельзя терять надежду, даже когда кажется, что все вокруг кончилось, и поддержка друг друга важнее всего, и это придает сил. Дорогие зрители, что вы думаете об этой удивительной истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях, ведь каждое ваше мнение имеет значение и важно для нас. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть с нами и не пропустить ничего важного и интересного. До свидания.